Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о жирафах, о самых высоких из всех ныне живущих животных. И, надеюсь, знакомых всем нам с раннего детства. Так что мы знаем о жирафах? Что они высокие, пятнистые, живут в Африке и питаются травой. Ну еще что часто болеют и влюблены в бегемотиху. У жирафа шея примерно 2 метра, а может и длиннее, дальше голова. Возможно, но мне кажется, что это не вся информация о самой высокой живой ходящей пятнистой африканской башне, которую попросту необходимо изучить прямо сегодня и прямо-таки сейчас. Поехали! Википедия нам сообщает, что жираф — это млекопитающее из отряда парнокопытных. Семейство жирафовых является самым высоким наземным животным планеты. Что жирафы, оказывается, не все одинаковы и могут отличаться пятнами и узорами, а также местами проживания на африканском континенте. Ученые недолго, а может и долго думая, выделили подвиды, в которых вошли ангольский жираф, жираф Кордофан, жираф Тарникрофта, западноафриканский, масайский, нубийский, сетчатый, угандийский и южноафриканский жираф. Есть еще то ли дальний, то ли ближний родственничек жирафа, а может, если приглядеться, и зебры под названием акапи, также проживающие по соседству в Африке. Родственников не выбирают, как и соседей, но это, мне кажется, другая история. А мы двигаемся дальше. Самцы жирафа достигают высоты 6 метров и весят до тонны. Только вдуматься, ходуля высокая, так еще и тяжелая. Рисунок пятен у каждого жирафа индивидуален, как у человека отпечатки пальцев. На голове у жирафов обоих полов находятся обтянутые шерстью и утолщенные на концах рожки, а их прекрасные черные глазища окаймлены густыми ресницами. Эти великолепные грациозные животные имеют очень хорошее зрение, слух и обоняние, что позволяет им заблаговременно замечать опасность, если таковая и есть. Хорошему обзору местности способствует, разумеется, и их высокий рост. Интересно, что длинная шея жирафа, позволяющая ему доставать листья самых высоких деревьев, тем не менее, как и у всех млекопитающих, включая нашего брата-человека, состоит всего из 7 шейных позвонков. Правда, длина каждого из них достигает 25 сантиметров. Жирафы являются исключительно травоядными животными. Строение тела и физиология позволяют жирафам питаться листвой древесных крон на высоте, где у них нет конкурентов. Из деревьев жирафы предпочитают акацию, особенно когда больше-то ничего и нет. Да и клен бы, наверное, понравился больше. Да и вишня с тополем. Но нет, Африка, саванна, какие там могут быть клены, только акация. Кроме длинной шеи, жираф имеет еще и необыкновенно длинный 45-сантиметровый язык, который в сочетании с подвижными губами служит для удобного обхватывания листьев и побегов и срывания их с колючих ветвей. Потребность жидкости покрывается в основном за счет пищи, из-за чего жираф может обходиться без питья на протяжении недель. Если же он все-таки пьет, то может за один раз выпить до 40 литров воды. Во время питья он вынужден широко раздвинуть передние ноги, чтобы опустить голову достаточно низко. В этой позе он, будучи неповоротливым, особенно уязвим для хищников, и поэтому приступает к питью только тогда, когда убежден, что ему не грозит опасность. Убежден, вооружен, может пить. Переходим к ногам. Ноги у жирафов тоже очень длинные и сильные. Длина одного шага достигает 6-8 метров, а бежать они могут со скоростью до 60 км в час. Однако высокий рост создает для жирафа и достаточное количество проблем. Так, для подачи крови в мозг, расположенной на 3,5 метра выше сердца, необходимо создавать очень высокое кровяное давление. Поэтому у жирафа очень большое и сильное сердце. Оно весит 12 килограмм, имеет длину 60 сантиметров и толщину стенок 6. Пропускает 60 литров крови в минуту и создает давление 340 на 230 миллиметров ртутного столба. И при этом никакой гипертонии. Люди стоят в сторонке со своим 120 на 80, и это еще если повезет. Тем временем, не парясь за давление, жирафы живут поодиночке или в небольших стадах, не особо привязанных друг к другу. Местность, которую они обходят в поисках пищи, может составлять до сотни километров. Нередко жирафы передвигаются вместе со стадами антилоп или зебр, так как это придает им большую безопасность. При встрече двух взрослых самцов дело часто доходит до ритуального поединка, в котором они становятся рядом друг с другом и пытаются ударить головой по шее соперника. В периоды спаривания поединки между самцами носят более агрессивный характер и могут дойти до такой отчаянности, что один из конкурентов может быть в итоге избит в кавычках до потери сознания. Это вам не шутки, жирафы они такие. Беременность у самки жирафа длится более 14 месяцев и рождается у нее всегда только один жирафенок.
утенок. При рождении новорожденный ростом почти 2 метра и весом около 50 килограмм, безо всякого вреда для себя, как говорят ученые, падает с 2-метровой высоты. Десантура наше все. И не всяк тот ученый, кто спрыгнет, не будучи младенцем, а взрослым мужем с таких-то высот. Мама тут же облизывает детеныша, а минут через 10 он уже поднимает голову. Еще 45 минут уходит на то, чтобы встать на ноги, а уже через несколько часов жирафенок начинает бегать. Первые дни он обычно проводит на поляне среди зарослей кустарника, где среди игры светотени его превосходно маскирует пятнистая краска. Через некоторое время мать с детенышем присоединяется к своим сородичам. Первые месяцы жизни малыши часто собираются группками, так называемые ясли, и играют вместе, пока их матери пасутся неподалеку. Благодаря своим размерам жираф имеет мало естественных врагов, а от тех немногих хищников, которые осмеливаются напасть на него, он довольно эффективно обороняется ударами копыт. Такой удар способен размозжить череп любому хищнику. Возможно, только стая голодных львиц сможет одолеть такую высокую машину, чем те время от времени и занимаются. Но это крайне опасно для голодных кошечек. Но голод не тетка, и кушать хочется всегда и везде. Но то, что ударом своего мощного копыта жираф способен убить крупного хищника, даже зазевавшегося льва, остается фактом. Как говорится, не стой под стрелой и не щелкай хлебалом. А еще среди всех млекопитающих у жирафов одна из наименьших потребностей во сне. От 10 минут до 2 часов в сутки. И в среднем жирафы спят 2 часа в день. Так как спать некогда, надо быть выше всех, дабы не потерять пальму первенства. Также широко распространено мнение, что жирафы являются безголосыми животными. Но так думал до такого момента человек, пока не придумал всякие измерительные приборчики. И на самом деле они общаются между собой на частотах ниже 20 Гц, неразличимых человеческим ухом. В общем, что-то жирафы нам не договаривают, и свои разговоры у них между собой. А подслушивать, как говорится, нехорошо, но только не у нас на канале. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся, не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.